Наша история начинается чуть более полутысячелетия назад с группы друзей детства, которые наслаждались своими приключениями в роли героев и драконов. Хотя эта группа не претендует на центральное место в нашей истории, ее члены играют решающую роль на этом пути. Их имена — Карл Ингольд, Эммануэль Гиетен, Безил Элтон и Дуайт. Среди них Эммануэль Гиетен постоянно принимал мантию героя, а Карл принимал облик дракона. Эта динамика отражена в начальном сложном слое квеста Анны из Нарциссинкрейца, где меч носит незнакомое имя, не связанное с Нарциссинкрейц. Это знаменует начало первого цикла. Со временем Эммануэль Гиетен поступил на службу в охотники Сумеречного двора, Карл сделал карьеру в журналистике, Безил поступила на службу во флот Фонтейна, в конечном итоге дослужившись до звания адмирала, и есть серьезные предположения, что Дуайт основал Институт естественной философии, хотя это остается неподтвержденным. Одновременно с этим возник Институт Нарциссинкрейца как государственный приют. Возведенный на вершине древних римурианских руин, старший океанит по имени Лирис взяла на себя роль директора, а Безил Элтон после выхода на пенсию взяла на себя роль заместителя директора. В эти годы становления сирота по имени Картер вырос в стенах приюта, где кулинарные творения Безила Элтон внушало страх из-за своей поразительной невкусности. Поручить выпечку закаленной в боях женщине военной вряд ли казалось рациональным. В то же время Эммануэль укрепил свою репутацию как охотника Сумеречного двора, найдя соперника в лице Марфисы, чемпионки-дуэлянтки. Эта эпоха стала свидетелем усилий Фонтейна по расширению, особенно его попыток вернуть себе власть над беззаконным Флер в Сандер, который сохранял свою автономию в течение длительного периода. Возглавил собственное ополчение человек по имени Эдуарда Бейкер. Последовало столкновение, в результате которого жители Флер в Сандре, в том числе Эдуарда Бейкер, были изгнаны в Сумеру. Тем не менее, жителям удалось вырваться на свободу во время своего путешествия, захватив контроль над городом Пуассон и взяв в плен его жителей и мэра Рено де Петрикор. В попытке добиться мира был отправлен Карл Ингольд, у которого сложилась дружба с Эдуардо Бейкером. Но по мере развития событий они достигли кульминации в жестоком конфликте, известном как печально известная осада Пуассона. Второе поколение. Во время осады участвовали и Эммануэль, и Марфиса, и в конце концов город загорелся, а Рено и Эдуарда погибли. Сироты, появившиеся в результате кровавого конфликта, были отправлены в Институт Нарциссинкройц. Там 4 сирот стали верными друзьями. Это были Якоб Бейкер, сын Эдуарда Бейкера, Рене де Петрикор, сын Рено де Петрикор, Аллен и девочка по имени Мэриан. Без ведома всех, из этой 4 родились 2 величайших научных гениев, которых когда-либо знал Фонтейн. Эти 4 продолжили играть в героев и драконов, остановившись только тогда, когда Безил и Лирис позвонили в колокольчик для послеобеденного чая. Со временем даже такая упрямая военная женщина, как Безил, научилась печь для сирот сладкие вкусняшки. Это то, что изображено во 2-м цикле квеста «Анна из Нарциссинкрейца», заканчивающегося получением святого клинка Нарциссинкрейца. Но, увы, это хорошее время длилось недолго. Катаклизм. В конце концов произошел катаклизм, и Элинос морское чудовище была призвана в воды Фонтейна. Институт Нарциссинкрейц был расформирован, Лирис и другие океаниды последовали за Эгерией, Гидроархонтом, за границу, в Сумеру, чтобы бороться с катастрофой, а Безил снова отозвали на службу на вершине Спансиана. Прежде чем Безил ушла, она пообещала, что они с Лирис вернутся, и попросила детей пообещать не драться, прежде чем, наконец, оставить свое заветное перо шляпы и кабу, попросив его хорошо о нем позаботиться. В конце концов, ни одно из этих обещаний, кроме последнего, не сбылось. Безил погибла в борьбе с Элинос, а Лирис ослабела до детского состояния и умственно регрессировала. Даже институт был поглощен водами во время первого наводнения Фонтейна. По последней просьбе Безил, Эммануэль и Карл усыновили по 2 детей. Эммануэль усыновила Аллена и Мэриан, а Карл усыновил Якоба и Рене. Эммануэль по большей части ушла на пенсию и впала в алкоголизм после катастрофической осады Пуассон, а Карл стал искателем приключений, исследуя пустыни Сумеру.
Карл взял с собой в свои приключения Якоба и Рене. И именно во время этих приключений ребенок-гений Рене открыл для себя технологию Каин-Риах. Быстро изучая и понимая концепции силы бездны, Рене и Якоб многому научились за это время. Во время их приключений Якоб в конце концов заболел от недоедания и медленно умирал, и в отчаянии Рене использовала силу бездны, чтобы исцелить Якоба, превратив его в сверхчеловеческое существо с невероятной силой и не нуждающееся в средствах к существованию. В своих исследованиях Рене в итоге создал формулу мира. Набор уравнений, предсказывающих будущее. Однако, к своему отчаянию, он обнаружил, что предсказанное им будущее закончится новым наводнением и катастрофой, в которой никто не выживет. Вооружившись этими знаниями, Якоб и Рене вернулись в Фонтейн. Институт естественной философии. Пока Рене и Якоб путешествовали по Сумеру, Аллен и Мэриан присоединились к охотникам Сумеречного двора в качестве секретных агентов. Аллен также присоединился к Институту естественной философии и занимается исследованиями искусственного интеллекта и контролируемых уничтожений как источника энергии. У него также есть помощник по имени Картер, который болен какой-то болезнью. Он и Мэриан очень рады снова увидеть Рене и Якоба и приглашают их присоединиться к ним в институте. Гениальность Аллена и его неспособность общаться с другими сделали его изолированным в институте, и этот факт злит Рене, который глубоко уважает и любит и Аллена, и Мэриан. Рене начинает свои собственные исследования бездны в институте, и в конце концов они вчетвером и Картер очень сблизились. За это время исследования Аллена совершают прорыв, и он создает робота-собаку-опекуна для Мэриан по имени Сеймур. Рене обнаружил в своей книге, что древняя ремурийская цивилизация также имеет нечто похожее на его формулу мира, и что, хотя древние ремурийцы думают, что мир движется циклично, и новые цивилизации возникают после разрушения старой, формула мира, Рене указывает на что Тейват станет последним циклом, с апокалипсисом настолько тотальным, что не возникнет никаких новых цивилизаций. Он формирует в институте тайный культ, направленный на борьбу с апокалипсисом, под названием Нажиссен Круес Ордо, Орден Креста Нарцисса. Это тезка злого дракона из «Приключений Анны» и отправляется к трупу Элинас для проведения экспериментов. Кормля плотью и кровью Элинаса, якобы, чтобы укрепить его. Рене надеется, что, сделав людей сверхъестественными, они смогут пережить надвигающийся апокалипсис. Но со временем здоровье Картера ухудшается, и в отчаянии Якоб и Рене откровенничают с Картером, предлагая ему то же лечение, что и Якобу. Картер принимает его, но, в отличие от Якоба, мутирует в ужасающую кучу плоти. В конце концов, Якоб был исключением, а не правилом. Аллен узнает о том, что случилось с Картером, и разрывает все связи с Рене и Якобом. Вот почему Джек и Кейт считают себя не частью команды приключений, а своей собственной группой. Когда дружба разрушена, а надежды на спасение нет, Рене ищет новую стратегию спасения человечества, обратив свой взор на силы первозданного океана. Затонувшие останки института Нарциссинкрейтс манили, и среди его руин лежала Лирис, пойманная в ловушку детского психического состояния. Убедив Лирис помочь им, Рене и Якоб приступили к ритуалу, первым участником которого стал Рене. Благодаря этому ритуалу Рене растворился, став единым с изначальной сущностью. Именно это событие объясняет, почему Ней, который представляет Рене, изображен растворенный и умерший в повествовании команды приключений. Просветление. Растворившиеся могли быть поглощены, их навыки и воспоминания ассимилированы. Среди первых, кто подвергся этому процессу, были члены команды Сумрачного двора из 3 человек, отправленных для расследования Орда. Иммануэль Гиетен и Марфиса были 2 из этих личностей, их сущности теперь стали известны Орда. Под руководством Картера, теперь представляющего собой смесь его собственной личности и опыта Рене, Орда осознал потенциал размещения растворенных в механических телах, подобных конструкциям, созданным Алленом. В поисках этого пути они снова обратились к Аллену, надеясь заручиться его сотрудничеством. Однако Аллен решительно отказался, твердо решив не присоединяться к их делу.
Когда планы финального ритуала по уничтожению всего Фонтейна обрели форму, Картер провел Лирис и Якоба в сердце Элинос. В отчаянной попытке помешать этому разрушительному курсу Мэриан и Аллен собрали объединенные силы Меков и Сумрачного двора, отправившись в глубины Элинос, чтобы противостоять Орда лицом к лицу. Трагедия развернулась на фоне последовавшего противостояния, когда Мэриан встретила свой конец. Эта разрушительная потеря, вероятно, стала поворотным моментом для Лирис, заставив ее пересмотреть свою преданность Орда. Убитая горем и движимая вновь обретенной решимостью, Лирис поглотила сущность Мэриан, отдав свое собственное сознание, чтобы родить Гидраидалона Ан, сущности, встреченной в квесте Ан из Нарциссинкрейца. В последнем акте неповиновения Лирис устроила катастрофический взрыв, полностью уничтоживший Орда. Это событие вполне могло послужить основой для повествования в сюжетной линии команды приключений, когда Лирис отказывается от своего времени, чтобы помешать дракону Нарциссу, и, следовательно, передает свое время команде приключений. В разгар беспорядков Картер нашел свой конец в конфликте, оставив после себя пророчество о своем возможном возвращении. Тем временем Якобу удалось спастись. Аллен, опустошенный глубокой потерей всего, что ему было дорого, отступился от своих собственных исследовательских занятий. В заключение. Интерпретация квеста «Анна из Нарциссинкрейца» приобретает новый уровень, если смотреть от третьего лица. В этом переосмыслении элементы повествования оживают с новой точки зрения. Лирис, лишённая своей силы после сохранения сознания Мэриан, уходит в глубины разрушающегося института Нарциссинкрец. Там она переплетает свою сущность со структурой, порождая Анапаузиса, сущность, которая воплощает в себе ее затянувшееся присутствие и угасающую силу. Когда Гидраидалон, в котором хранятся воспоминания Мэриан, получает контроль над способностями океаниды Лирис, она претерпевает трансформацию, в результате которой рождается новая океанида, известная как Ан, проявление, рожденное из мечтаний и стремлений. Повествование расходится с изображением молодой команды приключений, раскрывая развивающуюся динамику взаимодействия команды. Показана эволюция таких персонажей, как Джек, Ал и Ней, от их ранних воплощений до нынешнего состояния, рисуя убедительную картину их сложного развития. Центральным в этой интерпретации является представление о том, что динамика команды приключений отражает их последние моменты, подчеркивая тему примирения и повторного открытия. Коллективное путешествие команды приключений завершается последней попыткой возродить дух товарищества, их прошлого, вселяя чувство надежды среди надвигающейся тьмы. Важно отметить, что роль игрока в этом повествовании приобретает глубокое значение. Сопровождение Ан в ее поисках становится кульминацией всеобъемлющих циклов, представляющих собой третий и последний цикл. Эта экспедиция приводит к реализации истинного Анапаузиса, завершая сюжетные линии, разворачивающиеся на протяжении всех циклов. Если смотреть через призму третьего лица, эта интерпретация усиливает эмоциональные и повествовательные элементы, обеспечивая многомерный взгляд на борьбу, трансформацию персонажей и их окончательный поиск решения.